Ших-ших-ших-ших-ших. 2 часа с лишним там у меня ушло. Да, я написал его, выложил, да и все. Мне писали с Блэкстара. Привет, друзья! Увы, не до всех я успеваю добраться и снять полноценный выпуск по студиям, поэтому история с трансляциями, которую я затеял год назад, я продолжаю. Напоминаю, тогда мы сняли трансляцию с Маруф и Бусиным и с битмейкером, который придумал музыку для I Get Love, для Мияги и Шпиля. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на этот лайв-канал. Мы начинаем. Сегодня мы узнаем у Иманбека, как в 19 лет, работая на железной дороге, написать ремикс, который будет звучать по всему миру. Иманбек, привет! Здорово, Дима. Крутые у тебя обои, кстати. Да, спасибо большое. Слушай, ты реально до сих пор работаешь на железной дороге? Да, я сегодня с ночи пришел, завтра в день. С ночи, это то есть ты прям ночью работал? Да, я ночью работал, сегодня утром пришел. Чуть поспал и вот с вами теперь тут на видео. А расскажи подробнее, какие у тебя там обязанности, что ты там делаешь? Короче, станция сортировочная у нас. Поезд приезжает, я закрепляю его тормозным башмаком. Грузовой поезд, то есть, который везет груз или порожняк. Тормозным башмаком закрепляю его и подсказываю в рацию. Типа вот основная работа. То есть это работа на улице, да? То есть там в Да, шубе 12 часов на улице. А в Казахстане там какие железные дороги? Вот у нас в России РЖД. У нас КТЖ. КТЖ. Казахстан Темір-Жолы. Получается, одним прекрасным днем ты вот так же пришел со смены и присел и написал ремикс. Да. Который сейчас знает весь мир. Да. Расскажи подробнее, как это все было. Попробуй прям вспомнить по хронологии. Подожди, я только что сказал, ты только что сказал, что я с работы, да? Нет, я в то время не работал. Я сейчас вспомнил это. Я в то время учился, был выходной день, вот 21 марта, когда я сделал этот ремикс. И я просто с утра проснулся, начал ВКонтакте аудиозаписи свои листать. Ну, в надежде найти что-нибудь для ремикса. Смотрю, Роузес, ну, блин. Ага, давай. Вот такое вот можно сделать, поэкспериментировать примерно. Ших-ших-ших-ших-ших. 2 часа с лишним там у меня ушло. Да, я написал его, выложил, да и все. То есть 2 часа ты потратил? Ну да. Это было утро или вечер? Утром. А почему ты решил взять именно трек Сен-Джона? Спонтанно получилось, не знаю. Просто листал, и мне он понравился, и все. То есть ты ВКонтакте выбирал треки, на которые тебе сделать ремикс, и типа решил его? Да. А как ты скачал прямо из ВК аудиодорожку, закинул ее во фрукт и сделал ремикс, или как это было? Да, просто с ВК скачал в MP3 формате. Нормально, нормально. Но ты и до этого делал неофициальные ремиксы, просто так брал, да, дорожки? Да. А как тебе пришла идея именно пичнуть вокал? Он же у тебя не в оригинале звучит, ты его там задрал? Тоже, ну это часть эксперимента была. Вот так вот я захотел. Просто многие до сих пор думают, что там поет не мальчик, а девочка. Да, это точно. Есть такое, да? Да. Особенно, блин, вот хорошо. комментарии, когда я читаю везде там, это же девушка поет, типа, какой Иманбек, вы что? Ну, я был бы не я, если бы мы не посмотрели с тобой твой музыкальный проект. Да, без проблем. А что там вот самое внизу, там матерное слово 2? Что это? Это дорожки вокальные. Ты их так назвал изначально? Да, это, блин, это реально, это все так быстро делалось, я не знал, что... А это дорожка Сэна Джона? Да. Так называется? Да. Нормально, нормально. Вот есть проект. Давай послушаем оригинальную дорожку, которую ты запичил. То есть, как она сейчас у тебя звучит. Вот. А чем ты ее обработал? Вот, смотри. Видишь? Так. Чуть-чуть эквалайзером низа подрезал, так. И как-то тут сделал реверберацию через изотоп. Первый раз попробовал этот плагин. То есть ты его методом тыка настроил? Да. А как она без обработки звучит, эта дорожка?
Так, ну тут особо разницы нет, только низы прибавляются, эхо уйдет сейчас. А на сколько тонов ты поднял капеллу, вернее, оригинальный трек? Так, скажется на... Блин, я не помню, 3 или 4 полутона. Угу. А ты еще что-нибудь пробовал, или ты сразу вот запичил на столько тонов, или у тебя было несколько вариантов? Это самый первый вариант и вообще без изменений. Так, идем дальше, что у нас там? Так, дальше, ну, кик по стандарту. Прямая бочка, Vengeance. Вот. Вот. А ты что-нибудь обрабатывал? Она такая плотненькая у тебя. Нет. То есть хотел верха срезать, потом передумал. А по громкости ты ее поднял? Ну, блин, у меня, знаешь, я вот здесь все кручу, честное слово. Все. Вон это на максимуме бочка, я вижу. Вот. Здесь все ровно, видишь? У меня А ты вообще... перед съемкой раскрасил дорожки, или они у тебя изначально были покрашены? Вот эти я... Это у меня темплейт такой, знаешь, да? Темплейт. Да-да-да. Вот, то есть я приготовил для себя темплейт, чтобы удобно было. Вот. Групповой канал. Ну да, кстати. Ставь лайк, если у тебя такой же. Ну и, конечно же, давай послушаем твой фирменный бас. Послушай. Это Так. ты щелкал? Да. Так, окей. Так, вот. Так, давай посмотрим, на каком синте ты его накрутил. Это сэмпл. Серьезно? Да, это сэмпл от очень популярной, я не знаю, как это назвать, Vengeance. компании, наверное, Vengeance. Да, Vengeance. Ты просто взял звучок и, собственно, им накидал Да, басок. да. Нормально, а потом сверху сайдчейн повесил и эквалайзер. Да, сайдчейн и эквалайзер. Сайдчейн, то есть в максимум на 100%. Блин, ну ты понял, да? Угу. Вот как он звучит без сайдчейна и... То есть ты даже на ее компрессию не вешал? Нет, ничего такого общего у меня нету. Просто он уже звучит, знаешь, так сильно закомпрессованно. Знаешь, сам по себе сэмпл Да. такой. А включай То есть- отдельно, как сэмпл звучит. А, вот такой прям низкий. Мгм. А сабас есть у тебя? Или у Нет, тебя только я вот этот без бас и лейеринга всё? делал, без лейеринга. Серьезно? Просто вот этот бас и все? Да, серьезно. Друзья, я не перестаю удивляться. Так, Так, ну... я думаю, там у тебя еще одна дорожка и все, наверное, да? Нет, ну тут, да, по идее, можно да и так сказать. Вот клэп. Так, вот какая на нем обработка? Никакой. Угу. Так, а клэп тоже, наверное, Vengeance. Да, это Vengeance Deep House. Вот это кашмировский крэш. Это она единственное, что не Vengeance у тебя. Угу. А хай-хет, кстати, хай-хет. Так, и хэтики, я вижу, ниже идут. Vengeance Deep House, вторая версия. И тут вот второй бас у меня еще есть. Кстати, у меня эти басы на одном канале. Это даже. другой уже бас? Да. Они на одном канале у меня даже. Это другой звук? Да. Или ты тут уже синтезатор использовал? Это тоже этот сэмпл. Vengeance, ну, Disco, Bass Step 003. Как он звучит отдельно? Нажми на него, Сейчас. на сэмпл. А в треке, а в ремиксе у тебя, кстати, звучит, как будто это один и тот же бас, просто у него там, допустим, котов, там меняется автоматизация. На самом деле ты просто нет, два нет. разных баса воткнул. Снейры, барабаны вот, кашмировские. Тоже без обработки, кажется, сейчас. Да, без обработки абсолютно вообще. Это выход из ямы, да? Да, Разгончик. да. И тут такая... Облом. Ну, какой-то вайп есть у него такой, не знаю, это очень простой Да. ремикс. А ты долго по скорости подгонял оригинальный трек? Может, там, скорее всего, неровный? Ну да. Блин, там, короче, несколько этапов у меня было. Сначала беру оригинальный трек, у него
там скорость его беру, там 100 с чем-то BPM вроде, или 80 с чем-то. Потом подгоняю по тональности, вот, потом вот она подогналась, я беру ее темп, уже выравниваю потом. Потому что некоторые через вот это вот, как вот видишь, вот pitch, range, как-то через него делают, блин, я не умею. Мне показываешь как раз? А как ты в итоге подгонял-то по скорости? Вот так вот, например, отдельный файл открыл, да? То есть отдельный проект, туда закинул оригинал, вот так вот подогнал по темпу, по тональности и сохранил. Потом... Слушай, это очень странное решение на самом деле. Расскажу тебе лайфхак. Ага. Ты берешь оригинальный трек, если ты не знаешь, какой у него темп, например, закидываешь в миксмастер, Ну, детект темпа, да? для миксов, он тебе скажет оригинальный темп. Потом ты закидываешь эту дорожку уже в FL, нажимаешь на нее 2 раза, вот сейчас кликни 2 раза на Roses. Тебе нужна крутилка Time в разделе Time Scratching. Вот она, Time. Правой кнопкой по ней тыкаешь. Автодетект, ага. Автодетект. Потом Type in BPM. И потом сюда вводишь оригинальный темп. Серьезно? Да, ты туда вводишь оригинальный темп, нажимаешь Enter, и у тебя дорожка подгоняется под нужный темп твоего проекта. И какой бы ты темп уже в проекте не задавал, она будет в нужном темпе. Все понятно. Это А то ты какими-то странными способами там... Да, это я уже сам методом тыка нашел. Все это делал. Да, методом тыка это я все нашел сам. А теперь самый главный вопрос. Что на мастере и модек у тебя? Так, на мастере у меня отдельный проект, чтобы не перегружать вот этот. То есть ты такой серьезный продюсер, у тебя мастеринг в другом проекте? Нет, просто у меня комп слабый. Давай вернемся в тот проект для мастеринга по студиям. Ты как знал, что... Да, я там просто... Подготовился. Слова были такие, ну, ты понимаешь. Я с проекта эти слова убрал. То есть там также он назывался Хер, да, типа того? Да, типа того. Погоди, ты реально создал трек и назвал его вначале Хер. Ну, вот я просто да. без мата говорю. Окей. Так. Блин, сейчас только не смейтесь. Никто, пожалуйста. Показывать, да? Конечно. Там, наверное, лимитер. Озон. И все. Так, а что? Озон же такая штука, где множество разных фишек. Я взял пресет. Озон Я взял пресет какой-то и просто эквализацию здесь нарисовал. Вот такую. Ну слушай, ну у тебя зато остальные функции изотопа тоже включены. Так что... Да, вот эти, там что там, максимайзер, да? Еще Да, что-то. да. Ну, то есть, грубо говоря, ты потыркал пресеты и выбрал то, что тебе больше по звуку нравится. Да. Окей, давай послушаем, как звучало до и после. Давай. Включаю этот. Давай, включай. Ну, чуть-чуть поярче стало. Поярче в плане вот эти среднечастотный диапазон он выше стал, ну то есть громче стал. Где голос, вот эти хай-хеты, вот эти всякие. А как пресет, кстати, называется в изотопе, который ты выбрал? Сейчас посмотрим, давай. Ну сейчас я уже по-другому делаю мастеринг, чуть-чуть по-другому. Вот хип-хоп мастер basic, так и называется вот. Хип-хоп мастер на танцевальный трек? Да. Ну там же в оригинале хип-хоп, да, ты, наверное, из этого исходил? Наверное. Ну нет, блин, я вот так вот все просто подряд. А может я даже, давай я сейчас нажму на него, может я даже ничего не менял там. А нет, поменял все-таки. Я перестроил как-то вот так вот. Как-то вот так у меня было, короче. Так, возвращаясь к твоему проекту, давай посмотрим, сколько времени ты писал по факту этот ремикс. Давай посмотрим. Опции. Project Setting. Project Info, да. 2 часа. Ну, собственно, как ты и сказал, 2 часа, вот 30 минут. 2 часа 22 минуты, Димон, я тебе скриншот скидывал. Я просто 10 минут Смотри, ты переименовал. начал проект 21 марта, да? Все круто. Блин. Слушай, ну я уже столько всего повидал, что я не удивляюсь, что хит можно написать за 2 часа 30 минут. Вот смотри, в марте ты написал этот ремикс. Что было дальше? Ты его загрузил в контакт и все? Или ты как-то его продвигал, там отправлял на каналы ютубовские или что-то еще? Я ремикс написал, короче, выложил его в группу ВКонтакте свою. Там на тот момент мне было
чуть меньше 300 подписчиков. 200 с копейками. Вот. Выложил в Инстаграм. И прикол в том, что я его в YouTube не залил. Я его забыл. Потому что я ремиксы через раз заливаю на YouTube. Ну, типа, не считая нужным. И рекламу, то есть я вообще в этот ремикс ни копейки не вклал по сей день. Вот ты выложил у себя в паблике 300 человек, в инстаграмчике. Угу. Что было дальше? Как он начал вируситься? Фидбэк появился только через 2-3 месяца. ВКонтакте какая-то... группа была, Emporio Armani, что ли. Она выложила этот ремикс. И... Через 2 месяца? Да, где-то так. Могу ошибаться. То есть кто-то теоретически из твоих друзей начал этот трек слушать, куда-то закидывать потихонечку. Да, вот так вот пошло. И просто... так как людей было немного, это затянулось на 2 месяца. Да. И этот трек каким-то образом попал в паблик, где там больше миллиона, если я не ошибаюсь. Да, 2 миллиона сейчас. Да. Там они просто какие-то гламурные картинки там с тачками и с музыкой, да? Верно, да. Ага. Я сам на него подписан, как бы. Ну, я, то есть, поиск по записям ВКонтакте же чекаю постоянно. Угу. Вот там увидел, смотрю, ничего себе, там уже, 600 лайков, офигеть, думаю. И этот, ну, уже начали люди репостить себе. Но это было не прям так, чтобы каждую минуту. Ну, каждые минут 15 был, то есть, были репосты этого трека. До этого вообще почти ничего не было, да? Вообще Ты не было. По новостям? Вообще не было. Как дальше продвигались события? Ну, я уже начал наблюдать за количеством шазамов. То есть, этот ремикс вообще он не сразу попал в шазам. Только когда он популярным стал, да, только потом. Наверное, он где-то в августе, если не ошибаюсь, появился в шазаме. Или в конце июля. Так, ну до августа мы еще дойдем. Смотри, в марте ты написал, прошло 2 месяца, это получается март, апрель, май. То есть, грубо говоря, в конце мая примерно, да, он стал ВКонтакте более-менее популяризироваться. Угу. Где он дальше появился? Может, это был уже сразу крупный канал на Ютубе или какие-то еще другие паблики большие поддержали? Так, ну паблики, да, сразу съели, паблики начали тоже репостить. То есть это вот была самая крутая поддержка, по сути, чтобы песня ушла в народ. Ну и на Ютубе, да, каналы репостили видео тоже себе. Я сейчас посмотрел, на каком канале появился впервые трек Манбека, это 14 мая. Канал называется Sound Megabit Space. Кстати, это, по-моему, не сильно крупный канал, насколько я понимаю. Да, там, посмотри общее количество просмотров. Треки очень мало собирают. И у него даже скрытое количество подписчиков. Посмотри там общее количество просмотров. Ну, мне кажется, почти все просмотры от тебя. Да, от Розы. В марте Иманбек написал ремикс, и только через 2 месяца он стал более-менее распространяться. Сам по себе, то есть Иманбек никаких усилий не прикладывал. Так, хорошо. Он начал появляться на каналах. Я думаю, что и после этого стали уже крупные каналы к себе брать. Когда увидели, сколько просмотров на том видео. Угу. Когда с тобой потом стали связываться уже лейблы? Какой это был месяц? Август. Август. То есть прошло еще 2 месяца. Или даже 3. Да, то есть мне самые первые написали Lithuania Records, Lithuania HQ. Это было начало августа, если не ошибаюсь. Да, это было начало августа. Как это было? Они тебе на почту написали? Нет, мне Даумантас сначала написал в Инстаграме. Даумантас, кажется, если не ошибаюсь, он владелец лейбла, я так понял. Прямо в Инстаграме написал в личку? Да, он подписался на меня, то есть вот, типа я такой-то, владелец лейбла. Хотим посотрудничать с вами по поводу ремикса на Roses. Я такой, да, слушай, конечно, типа, давайте мы вам отправим договор, лицензируем этот трек, запишем вокал с певцом Джулиан Пиретто. Ты знаешь, да, такого? Вот, с Джулианом Пиретто запишем. То есть они хотели, очистить, да. Не хотели оставлять трек, какой он есть, они хотели его переделать. Они хотели очистить авторские права, да. Ну, я почти согласился, то есть они мне договор отправили. Но я его не подписывал. Какие там были условия? Это же договор, который ты не подписал, ты можешь рассказать условия. Так, условия были аванс 2000 евро, с последующими роялти 50%. И ты такой думаешь, денежек сейчас рублю, буду подписывать, да? Да, я думал, это типа, нереально, 2000 евро за трек. Это типа слишком много, нет, ребята? Мне кажется, в твоем городе может полгода жить, да, на них?
то если не год. Ну вот. Сколько средняя зарплата? Средняя зарплата, если честно, ну, 1140. Ну, типа 25 тысяч, да, где-то? Где-то так. Город называется Аксу. Верно. Аксу, да, правильно? Верно. Угу. А сколько там человек? По официальным данным, там в районе 70 тысяч, 80 тысяч. Ну, такой небольшой городок. Да, да. А почему ты тогда сразу не подписал? Как ты дождался следующего предложения? Договор, во-первых, мне отправили на английском, да. Это, наверное, меня тоже как-то остановило подписывать его. Ну, я думаю, всякое может быть. Там вдруг где-то что-то, ну, фильмы Ты разные решил перестраховаться, да, его перевести? Да. Я его перевел неправильно, конечно же. Потом непонятно было. Я думал, ну, до последнего буду тянуть. Потом мне написал Кирилл в сообщение ВКонтакте в группу. Он написал через сколько недель после первого предложения? Где-то, наверное, 2, возможно, да. Ну, я уже не помню. Через пару недель, да? Да, я на это внимание даже не обращал. Да, пару недель. Ну, Так, тебе через 2 недели написал Кирилл. И почему ты решил подписаться именно с ним и работать именно с Effective Records? ну, во-первых, человек русскоязычный, да? Уже как бы мне, ну, как правильно сформулировать? То есть я ему больше доверяю. Хотя наоборот, да, должно быть, по сути. Почему? Не знаю. Ну, типа... Я не знаю, с твоей позиции тогда кто-то с Казахстана должен был к тебе приехать и сказать, давай дружить, и ты такой, о, земляк, я с тобой. Нет, у нас в Казахстане, ну, не знаю, может быть, что-то есть, но я никогда не встречал таких крупных лейблов у нас, чтобы... Ну, именно по электронной музыке, да? Вот эти знаменитые казахстанские электронные лейблы, да? Какие есть? Я не знаю таких лейблов. Я это тоже не знаю. Я шучу. Ладно. Кирилл мне сказал, типа, много слишком, давай ты подпишешь лучше у нас. У нас договор на русском, ну и условия получше. Да, так и есть. То есть они мне договор скинули, мне их условия понравились больше. То есть ты тогда же в августе это все и подписал? Да, я подписал это в конце августа. Потом что-то там не подошло по датам, я его переподписал в начале сентября. И потом в сентябре уже и запустили? Да. То есть Кирилл очень быстро согласовал уже с Эдом Джоном. Угу. Тогда же в сентябре и быстренько это все пульнул. Да. Как потом развивались события? Знаешь, это странно, конечно, но мне прям вот главное было то, чтобы типа обложка была ВКонтакте, ну типа официальный трек, ремикс, ну это же круто, типа. Ну я думаю, это с этим-то ребята справились. Да, в принципе, релиз официальный. Американский рэпер и казахстанский пацан, да, там. Вот. Ну, смотри, а фидбэк-то был от Сэда Джона? Нет. Получается, он тебе ничего не написал, но на свой канал, на свои ресурсы он ремикс залил. Да. Кстати, на ремиксе уже больше просмотров, чем на оригинале, на ютубчике. Да. Я думаю, по стримингам и по скачиваниям уже ремикс тоже давно опередил оригинал. Надеюсь. А когда трек стал попадать уже в топы Шазама? Это было до лицензирования. То есть он уже был в топах до того, как ты все подписал? Да, то есть я даже успел попасть на 2 место по России. По Украине был на 1 месте. Ремикс, да, без обложки, просто так, серая картинка, да? Да, серая картинка. По Украине был на 1 месте, по Беларуси тоже на 1, по России был уже был тогда на 2. сколько было Шазамов, ты помнишь? Блин, даже честно не могу сказать. Но это точно было в районе 1 миллиона, может чуть больше даже. Уже на тот момент был 1 миллион Шазамов? Да, где-то так. Нифига себе. А когда ты стал работать на железной дороге? Примерно вот в этот переломный момент, наверное? В конце июня, в начале июля, где-то так вот. То есть ты учебу закончил и как раз пошел на железку работать? Да. Угу. И параллельно вот эта вся история с ремиксом, она происходила? Да. Вот смотри, у тебя уже есть супер популярный ремикс, который теоретически тебе должен сейчас уже приносить нормальные денежки. Планируешь ли ты также работать на железке, или ты сейчас с ней будешь ходить? Вот в предыдущих интервью, да, я говорил, что я также буду дальше работать на железной дороге. Ну, сейчас немного планы изменились, возможно, в ближайшем будущем, может быть, уйду и буду, в музыку уйду полностью.
Но это не точно, это только так. Предположительно, планирую так. Ну смотри, сейчас ты уже можешь себе позволить не работать, а просто жить на те роялти, которые тебе приходят с ремикса? Да, без проблем. В легкую. Если кто-нибудь на больничный уйдет, у нас начинается смена без выходных. Например, да, ребята уйдут на больничный, я работаю без выходных, и тогда времени нету. И сейчас именно такое время. 4 у нас сидят на больничном, и я работаю без выходных. Поэтому ты уже и думаешь оттуда свинтить? Да, потому что, блин, трехсменка без выходных это жестко. Зимой. Ну вот смотри, помимо того аванса, который тебе дали при подписании контракта, сейчас уже тебе приходит роялти? Или еще вот этот квартал не закончился? Это сейчас длится первый квартал, то есть, ну, середина декабря первые роялти должны уже поступить. То есть пока тебе еще ничего не капало? Ну, аванс только. Угу. Ну, я думаю, когда тебя капнет, ты можешь там себе поезд купить, например, уже. Нет, нет, это не настолько большая сумма. Но машину позволить могу. Вообще расскажи про свой город Аксу. Чем занимается молодежь? Есть ли другие музыканты в твоем городе? С кем-нибудь там дружишь ты там? Это прям вопрос Может, такой, знаешь, коллаборируешь? прям который на сердце больно становится от такого вопроса, короче. Соль на рану, вот. Молодежь в Аксу, да? Молодежь. Блин, у нас молодежь в Аксу себя валит. Валит с Аксу, серьезно. То есть вот. А куда? В столицу или в другие страны? Нет, просто в другие города. В пятницу ночью я вышел на улицу, мы прокатились. Вечером в пятнице никого нету по городу. Угу. Представь, да, это уже какой раз так, типа, людей нету у нас. Все валят, короче, отсюда, не знаю. Мне тут комфортно вроде бы, пока не собираюсь никуда валить. А чем ты занимаешься в свободное время? По городу катаешься? Свободное время? Ну, если это дневное время, то могу за компьютером посидеть, музыку там что-нибудь поделать. Просто послушать могу, поскачивать для себя там в плейлист, чтобы послушать. А если это ночное время, ну, по-любому, по городу, с пацанами там, со своими. У тебя уже есть машина или ты просто с друзьями катаешься? Ну, я беру машину отца. Скоро, надеюсь, куплю себе свою машину. Тоже какой? А музыку ты как давно пишешь? 1,5 года. Всего 1,5 года? Угу. Ты просто сам методом тыка начал пробовать, или у тебя там музыкальная семья, может, или друзья? Нет, ну, то есть, в корнях, да, у меня есть музыкант, то есть прадед, и все, больше, ну, типа, папа на гитаре играет дворовые песни. А так, серьезно, профессионально никто не занимается музыкой. А Знаешь, что это сподвигло тебя установить FL Studio? Поставить FL Studio. Ролик на ютубе. Сэмплирование, группа Добро. Слышал? Да, Room слышал. Records. Сэмплирование у них рубрика была. Ты чё, блин, я залип, я все их ролики пересмотрел и сказал, ну все, я скачиваю эту программу. Ты такой, буду- все, хочу, да? Хочу, да. Это круто. Знаешь, самый первый ремикс я написал в Adobe Audition. Что ты там смог сделать? Так, я скачал отдельно ваншоты кик, клэп, сэмпл пианино скачал по аккордам именно. И там это все расставил по дорожкам. Да, вот так вот тык-тык-тык, все по отдельности ставил, представь себе. Ну, то есть, тогда я уже в Adobe Audition делал уже всякие, ну, там, песни сводил между собой, там, миксы делал. Чтобы непрерывно играла музыка, там, час, крутая музыка, там, Future House, вот такая вот. Ну, просто для себя слушать. А именно свои ремиксы уже начал писать, ну, 1,5 года назад на FL Studio. Вот смотри, если бы у тебя сейчас ремикс не стрельнул, продолжал ли ты бы заниматься музыкой так Да, же? конечно. То есть я сейчас точно так же абсолютно отношусь к этому. Это все я делаю, во-первых, не ради денег. Как раньше, то есть как и начинал не ради денег, так и до сих пор я делаю это не ради денег. Это от души. А на каких колонках или в каких наушниках ты пишешь музыку? Так, Какое у тебя оборудование? из оборудования, вот моя гарнитура. Sony за 1000 рублей или 6000 тенге.
Капельки. Ты в наушниках пишешь музыку? В них? Да, я все свожу и пишу все в них, мастеринг, все дела там. А колонки у тебя какие-нибудь есть? Колонки есть, да, от музыкального центра. Ну, это так, это просто, чтобы музыку слушать. Ты серьезно, это ремикс вот в этих наушниках за 1000 рублей написал? Да. Ты даже и на Как и колонках все от остальные, музыкального да? центра не проверял? Я на колонках нет, ничего не проверял. То есть я на колонках просто слушаю музыку. Так, повседневно. Друзья, тут уже сложно удивляться, потому что это повсеместно. Реально написать музыку на сломанном ноутбуке, на сломанных наушниках и сделать из этого хит. Это уже бесспорно. Я считаю то, что надо писать музыку в наушниках, в которых привык, типа, ну, слушать музыку. Ты привык к амплитудно-частотным характеристикам, да, как она звучит. То есть, не находишь? Ну, мне кажется, так оно и есть. Ну и выпуски по студиям ты, наверное, тогда же 1,5 года назад начал смотреть. Я все правильно понимаю? Да, ну, как бы уже... А в Ютубе уже просто в рекомендациях начал вылазить. Ну, я такой зашел. Там или Эмпальдо Битс был, или Гарик Муза. Я вот не помню, честно. Ну, эти оба выпуска я точно посмотрел, но не помню, какой из них первым посмотрел. И с того времени я подписан, ну, сколько уже? Год? Точно больше года. Я еще когда тебе месяц назад написал по поводу того, чтобы ты мне ремикс сделал, я посмотрел, что ты мне что-то до этого уже писал. Да. Что-то у тебя было. Да. Какие-то треки кидал, да? Или возможно. Что-то писал? Я тебе еще на почту оценимый трек кидал, трек. Ты в прямом эфире его оценивал. А, да, я уже оценивал его? Да. А какой трек мы слушали? Это, ну, короче, лучше его не слушать, мне кажется. Ну, там, то есть, по сведению, это вообще шляпа там. Не, ну, чтобы я вспомнил, это в каком выпуске? Не помню, в каком выпуске, но ты делал... Это в прямом эфире было все. Там, короче, Smoke It Up. Фит со Стефанским. Ты сказал еще, у меня вот этот синт, вот это или перкуссия, это типа она слишком громкая. А, это я в Инстаграме делал прямую трансляцию? Да. Прикольно, я не знал, что я слушал трек Манбека. Вот. А вот смотри, есть ли какие-то ночные клубы, может, в Аксу? Как вот с музыкальной индустрией там? Здесь у нас есть, да, один клуб. То есть, ну как клуб, лофт-бар. Там кальянчики, да, наверное, курят? Такая дипчик играет? Кальянчики, да, музыка там танцует. Я там ни разу не был. Меня туда приглашали как хедлайнера, там какое-то мероприятие было. Что-то я вообще, ну как бы, как диджей, я не могу за пультом стоять там. Ну, то есть тебя за гонорар туда звали? Да, за гонорар звали. Ты такой, типа, я не хочу? Да. В какие-нибудь города тебя уже звали выступать? Да, меня звали по Казахстану здесь Семипалатинск, ну, семей. Вот вчера, кстати, был концерт там, да. Ирина Каратовна, знаешь такую группу? Нет. Нет? Ирина Каратовна, это, ну, пацаны казахстанские. Они там выступали, меня тоже звали туда. Потом звали в Павлодар на открытие. В Павлодар, кстати, я поеду на открытие, да, я там буду, там какой-то караоке-клуб открывается. Ты в будущем-то планируешь выступать нормально? Ну, знаешь, как пойдет, типа, ну, если будут постоянно предложения идти коммерческие, да, выступать где-то как диджей, то да, по-любому я научусь. Я знаю то, что существует программа Virtual DJ. Да, ну, но она вообще же... не пользовался, это самая начальная стадия. Да? Ну да, лучше просто научиться на вертушечках играть. Ну или купить какой-нибудь контроллер там и с него выступать. Ну, пион, да, взять тебе сейчас придет денежка за роялти, ты закажи себе какой-нибудь контроллер. Контроллер или лучше сразу брать выступать. микшер, этот пион, ну, вот эти вот пионеровские, как там? Да, много классных контроллеров разных. Да, диджей, что-то все 4. легко научиться. По тем же даже видеоурокам на ютубе. А в Россию или в другие страны зовут выступать? Звали в этот, как там, блин, Прага или Польша? Нет, Прага, да. Меня туда звали. Прикольно, тебя уже зовут уже из-за границы выступать. Вот, да, вот так с одного ремикса можно начать гастролировать. Да, там пацан, ну, парень есть, он тоже как-то музыкой занимается, он свою студию открыл, он мне видео присылает, типа, Иманбек, там, на английском, приезжай сюда, типа, будем здесь музыку писать, будем здесь выступать, типа, все дела. Без конкретики. Да, без конкретики, но он сказал, типа, давай, типа, приезжай, тебе дорогу оплачу, будешь здесь жить у нас на студии, типа. Это после того, как ты подписал контракт, другие лейблы с тобой еще пытались связаться? Да. Что-нибудь предложить? Да. Мне писали с Blackstar, могу так сказать. Но это был не Тимати и даже не рядом. То есть мне писал менеджер Мота.
Угу. Говорит, давай у нас выпустим. Нет, она попросила мой номер WhatsApp и номер телефона. Я ей скинул, и так она со мной не связалась. Не знаю, может быть, узнала то, что я сотрудничаю с Effective Records, может, из-за этого. Без понятия. А может, менеджеры тебе что-нибудь писали? Там Warner, Sony, Universal? Никто? Нет, с таких лейблов мне не писали. Вообще. Ну, странно, да? Вот такой хит, и там по факту написали всего 2 организации. Ну и сейчас тебе уже активно начали и на интервью звать. То есть ты там уже в Казахстане, наверное, народный герой. Это, блин, да. Это вообще прям... Мне от этого неудобно, знаешь. Прям... Ну, типа, они делают из меня как будто какого-то первооткрывателя, знаешь. Угу. И мне неудобно, как бы, я комментарии читаю, в принципе, да. После таких постов обычно идет хейт сразу в комментариях, да, типа, ну и чё, ну, типа, сделал ремикс, да, типа. А у меня, наоборот, как бы, земляки начинают поддерживать. А мне, наоборот, неудобно, типа, ну, сделал ремикс, ну, допустим, да, за 2 часа. Ну, все, пускай играет, типа, ну, не обращайте внимания, пожалуйста, на меня. Мне неудобно становится, типа, ну, меня люди на улице узнают, фоткаются, серьезно. Да, уже есть даже это? На железной дороге со мной уже 3 машиниста сфоткались. Типа, это же ты, да, там, Иманбек, там, музыку пишешь, да? И фоткаться подходит, серьезно. А эти сюжеты, вот, то есть на ютубе я видел интервью такие, начали появляться, и уже по телеку, да, наверное, были сюжеты? По телеку, да, сюжет был, то есть, ну, там, как, любительский, без меня. Снимали мой инстаграм, то есть, там, количество подписчиков, там, показали ремикс Roses. Ну, и краткая информация, где я живу, где работаю. Да, чувак? То есть тебе комфортно, как бы... Не то чтобы не публично, типа, ну, если меня нормально попросят, да, там, мы там быстро запишем, да. Я вот ездил в Павлодар просто там на час, что ли, буквально. У меня взяли интервью. Я дальше с друзьями пошел, там погулял в Павлодаре и все. Мне не сложно давать интервью, если... Ну, я не люблю вот только давать... Не то, что не люблю, да? Я не хочу давать интервью в телевизор туда. Мне проще там на YouTube или СМИ, интернет-СМИ. Вот. Не хочу, чтобы меня по телевизору... телевизор тебе не нравится? Электронная музыка и телевизор не то вообще. Мне кажется. А ты помнишь впервые, когда ты услышал трек свой на улице, где-то вот вне твоего дома? Да. Знаешь, как это было? Я на остановке стоял. Куда-то мне надо было ехать. Рядом просто проезжала Приора с сабвуфером. Такая там Роза. Рядом со мной в 2 метрах проехал. Блин, ты... Может быть, ты тоже помнишь, да? Вот первый раз, когда твой трек у кого-то ты услышал, да, вот это чувство, блин, это... Ну, это приятное ощущение. Это очень круто. По крайней мере, у меня. Это очень круто, это словами не передать. Я сразу потом пацанам... Было... Пацаны, прикиньте. Это было весной или это уже летом было? Это летом было. Когда... Ну, а сейчас ты, наверное, повсеместно везде слышишь свой трек. Как говорят люди, Иманбек, твой трек с каждого калькулятора всего мира играет. С каждого чего? С каждого калькулятора всего мира. Ну или с каждого утюга. Да, с каждого утюга. Да, наверное, с каждого утюга. А сейчас что ты чувствуешь, когда слышишь из каждого утюга свой трек? Там, в торговом центре, в магазине, в машине? Ну, типа, я предполагаю, то, что сейчас этот трек заиграет, и меня могут узнать. Ну, я просто стараюсь вообще без эмоций, типа. Ну, если с друзьями, я по-любому буду танцевать, там, под него угорать, там, пацаны. А если один буду, например... Ты уж так спокойненько да, проедешь, вообще, да? Типа, ну, я ничего не знаю, ребята. Не хочу привлекать к себе внимание. Что бы ты мог пожелать всем тем, кто пишет музыку и тоже хочет прийти к успеху? Блин, я даже не знаю, что пожелать. Ну, во-первых, ребята, делайте это от души. То есть, начните так. Это чтобы не ради денег было изначально хотя бы. Ну, что еще можно пожелать? Ну, успехов вам. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья, да? Не, ну это все от души, правда. В общем, делайте, друзья, музыку не ради денег, а ради творчества. А если вы будете делать ради денег, то творчество, скорее всего, не получится. Верно. Я правильно понимаю? Да. Спасибо тебе, Иманбек, что уделил нам час своего драгоценного иманбекского времени. Я думаю, многим этот выпуск будет полезен, потому что все хотели посмотреть проект. И на твоем примере я еще раз доказываю всем, что
Не обязательно, на чем вы пишете, где вы пишете, а главное, как и какие идеи реализуете. И вы можете написать хит, который будет звучать по всему миру. У Манбека сейчас трек в топ-10 мирового Шазама, в чартах почти всех российских радиостанций и всех танцевальных радиостанций мировых. И, кстати, сейчас на первом месте он до сих пор в Европе+. Так что, друзья, пишите, как вам наша уютная трансляция и с кем бы вы хотели, чтобы я сделал подобное. До новых встреч. Спасибо тебе, Манбек. Попрощайся с нашими зрителями. Всем давайте, салам алейкум, ребята, до свидания. Всем удачи. Всем пока.